Как вы думаете, сколько зарабатывает обычный работник Apple? Скорее всего, $1010. Но что если я скажу, что разработчики Майнкрафт-серверов могут зарабатывать в разы больше? Майнкрафт полон серверами, так или иначе эти сервера приносят доход. В этом ролике я попытаюсь разобраться, сколько приносит обычный Майнкрафт-сервер, проведу множество диалогов и секретное интервью. Все, что вы слышали в начале, это самая настоящая правда. Будьте уверены в этом. Итак, давайте начнем из самого простого. У нас есть сервер, и, к примеру, на нем играет от 50 до 100 постоянного онлайна. На этом сервере есть донат, который можно купить. Помимо этого есть фри. По факту, такие сервера и живут за счет фри доната. Где халява, там и игроки. Казалось бы, они уже умирают, но не тут-то было. На мониторингах куча таких проектов, где стабильно может играть 200 человек. Конечно, большая часть этих игроков – это очередные халявщики. Примерно несколько лет назад буквально каждый школьник создавал похожий проект. Один из самых популярных – это, конечно же, Fox MC. На этом проекте и сейчас играют люди, хотя он сейчас не такой популярный. Стал он известным благодаря ютуберу Hacker333. Кроме миллионов с Майнкрафта, он зарабатывал на рекламе и многочисленно кидал людей на деньги. Вот и краткая история хакера. Онлайн, да и в целом репутация сервера упала из-за многочисленных взломов и крашев. Да и скорее всего прочие разоблачения тоже сделали свое дело. Заработок проекта не упал, возможно только немного. По моей логике, проект зарабатывал $500 000 рублей в месяц. И это не лучшие месяца. Пиар был очень хорош, и проект набирал тогда обороты. Как говорят, информация из источника «поверь мне, брат». Но это не так. Я лично спросил создателя одного из серверов, где я когда-то снимал свои старые ролики, сколько же они зарабатывали. Точные цифры мне, конечно, никто не сказал, но это понятно в принципе. Но насколько я понял, 100 тысяч налегке капало. При этом на проекте играло 100 постоянного онлайна. С этого мы можем сделать вывод, что Hacker333 зарабатывал только с одного проекта чуть меньше $1 000 000 рублей, а у него проектов несколько. Opmine, OneGriff, TimeDex и другие. Понятное дело, что цифры нормальные были. Это можно понять по его страничке ВК, где создатель серверов в кубиках зарабатывает ничем не хуже депутата. Тут и сумка Balenciaga, 13-14 iPhone, ну и конечно же Дубаи. Это только фри-сервера, но что будет на других? Сейчас мы это узнаем. Перед вами Александр Черный, а это его страничка ВКонтакте, и скорее всего тут фейковое имя и фамилия, иначе я и мои знакомые не смогли найти что-то про этого человека. Он владеет такими серверами как Funny Game, Barsmine, Lucky World, Griffland, TNT Land, Supermine, Supergriff, Sunny World, Mindstars, Last Mine, Mystery World. Ставки повышаются, 10 проектов, на которых играет от 100 до 2000 уникальных игроков. На этом сервере уже нету фри-доната, но в любом случае полтаба тут донатеры. Как так получилось? Наверное, из-за того, что такие сервера уже давно в Румынии, и одними из первых получили свой онлайн. А мои знакомые, которые когда-то работали на подобных проектах, говорили, что заработок с этих серверов может превышать 10 миллионов рублей в месяц. Даже доходило до 25 миллионов. На его страничке уже можно заметить скрин 50 тысяч рублей только за один день. И непонятно, это один проект или несколько, можно только предположить. А вот тут он держит несколько гривен. Проекты, которыми он владеет, максимально гнилые и просто неадекватные. Там играть просто нельзя. Неадекватные школьники, токсики или просто мажоры с донатом за 10 тысяч, которые превращаются в ЧСВ на проекте. За неактив пару месяцев, а то и недель ваш донат просто пропадает, и вы стаете обычным игроком. То есть, блядь, ты купил там офигенный донат, играешь там постоянно, и вот тут вдруг у тебя наступает такой период, что или ты просто занят, или ты просто не можешь зайти поиграть. И, ну, не актив там буквально пару месяцев или полгода. И вот ты заходишь, и тут ты обычный игрок. И вот так совершенно со всеми. А вот его друг Миша Ковалев, в его распоряжении Dexland, Cheatmine, Mindblaze, Massed World. Все такие проекты максимально противные, не советую там играть и особенно донатить. Что меняется на этих проектах, это лишь название и спавн. Скорее всего, возможно, будет парочку нововведений, но это уже если повезет. Конечно, есть ярые фанатики таких проектов, как это, но никогда не донатьте туда, а модерация с администрацией тут вымерла вместе с динозаврами, что и на Fox MC, собственно. У меня есть некое подозрение, что эти проекты сотрудничают с очень непозитивными людьми в T-лаунчере. T-лаунчер самый или один из самых популярных лаунчеров по Майнкрафту, который отключает антивирус при запуске и пропагандирует непонятные действия. Вы ведь понимаете, о чем я, да? Каждый божий раз реклама этих проектов висит в лаунчере.
Я просто не помню такого дня, чтобы ее там не было. Вот так вот. Немного разобравшись, можно узнать некоторые тайны лаунчеров и серверов. Но так или иначе, мне кажется, что это просто сотрудничество. Скрытое и не особо законное интервью разработчика серверов. Запись ведется тайно, и об этом никто не знает. Это вырезанная часть, полную часть я никак не могу вставить, иначе у меня появятся большие проблемы. Да и с этим надо очень сильно возиться. Привет. Привет. Какими серверами владеешь? Ну слушай, я конкретику не буду говорить. Я владею многими, и все они, большинство находятся в Румынии именно. Какой средний заработок из этих серверов? Опять же, смотри, конкретики никакой не будет, то есть мы берем средние цифры, даже в те месяцы, когда не было особо окупа, ну это примерно от 100 тысяч идет у нас в рублях. А если в долларах, это примерно 1500-2 в месяц, самый неокупной. Твое отношение к серверам там другим? Слушай, я просто, понимаешь, я разработчик, и я примерно понимаю их цель, этих серверов, и на самом деле мне так похуй, типа, есть доход, нет дохода, как бы у них. У меня есть, а то, что у них там, это их, блядь, проблема. Да, есть люди, которые там помогают тебе обновлять или сидят там, как-то модерируют проект. Естественно, есть, это так называемые рабы, которым, знаешь, там в месяц 15 тысяч платишь условно, да, и они радуются. И вот за эти 15 тысяч копеечные, которые по факту, они, считай, обновляют сервера, и мне там доход увеличивают в разы реально. Какая цель проектов? Ну, блин, слушай, какая цель? Ну, основная цель — это заработок, а так чисто для души, так сказать, если это правдиво, конечно, звучит. Но так заработок, конечно. Я понял. Планируешь ли там развивать еще больше эти проекты или создавать новые? Ну, слушай, с моими цифрами, которые есть сейчас, я просто не знаю. Ну, конечно, да, конечно, почему? Чем больше денег, тем лучше, я согласен, но, блядь, мне хватает этого заработка, и пока цель — это просто чил по жизни, и все. Ну, типа... Все сказанное вы слышали сами, комментировать по кругу я это не буду. Вот такой вот заработок серверов Майнкрафта. Никогда не покупайте донат. Как работает принцип покупки? Все максимально просто. Зашел ты на сервер, и он тебе в первые дни максимально понравился. Соответственно, ты хочешь как-то выделяться на проекте, так сказать, быть тут королем. Для этого тебе надо накопить с обедов или просто попросить мамину карточку на пару минут. А пропажи пару десятков рублей она вряд ли заметит. Так и живут такие проекты. Вскоре человеку тут становится скучно или просто сервер меняется. Тут наглые и плохие разработчики за неактив просто убирают привилегию, и такое бывает. Из примеров наведу Lucky World проекта Александра. Я был тупым школьником и задонатил туда на кейсы, и мне дропнулся владелец. Представьте себя. Вскоре после месяца неактива моя привилегия резко была изменена на игрока. Вот так вот. Ты, получается, купил самый дорогой донат на Lucky World. Да, это спонсор за 13 тысяч. И что в итоге, что повлияло на твой уход из проекта? Ну смотри, когда началась война, я где-то около 5 месяцев не заходил на сервер. Потом позже захожу, а доната нету. Ну, у меня его просто сняли за неактив. И себя сняли донат за 13 тысяч рублей, при этом ты был активным игроком, верно? Да, все верно. Все сайты проектов слишком похожи между собой. Проще сказать, что меняется лишь название. С донат-помойками все ясно. Давайте лучше поговорим про более презентабельные сервера. Vime World, TeslaCraft, Crystalix. Конец, больше нормальных серверов я не нашел. Давайте же приступать, узнавать доходы проекта в Майнкрафте. Давайте начнем из TeslaCraft. Это легендарный проект, который был популярен очень сильно. Но что с ним теперь? Самый дорогой донат тут стоит 4000 рублей, хотя стоил 2. Разработчик TeslaCraft живет сейчас на Мальдивах. Конечно, информация не актуальна, ведь он довольно скрытный. По некоторой информации, минимальный заработок проекта составлял 150 тысяч в месяц. Повторяюсь, минимальный, то есть это в худшие месяца. Скорее всего, с повышением цен на донаты повысились и доходы с сервера. Впрочем, сам проект уже давно стоит и загнивает. Обновлений тут не видели еще со времен Сталина, а хаб не меняет от слова вообще. По-моему, Тоха сидит и чилит и забил на проект уже как несколько лет, а сам проект ничем не лучше донатных помоек. Донат тут решает настолько, что для него сделали отдельный магазин на Бэдварсе. Конечно, есть сейчас возможность задизморали у игроков проекта, но Толик с проекта утает примерно раз в 5 больше 100 тысяч, и это скорее минимальный заработок. Конечно, уважаемый Тахан жалуется на форумах, что устает.
из-за чего я просто понять не могу. На форуме он довольно частый, но надеюсь, что хотя бы статистика в профиле на форуме говорит правду. Vine World — это настоящая легенда Румайна, но теперь жалкий француз просто полностью убивает проект, покупая таргетированную рекламу в ВК и не добавляя ничего. Мы, как и видели проект в 2018-м, таким он примерно и остался, но давайте я лучше перейду к подсчету чужих денег. Первым делом для расчета доходности проекта нам потребуется количество игроков на сервере. От администрации проекта мы знаем, что в среднем каждый день на сервер заходит до 100 тысяч игроков, а за месяц это может быть и миллион. Следующим нашим пунктом станет подсчет соотношения обычных игроков и игроков, которые купили донат привилегии. На 800 игроков приходится 8% Immortal 5000 рублей, 16% Holy 1500 рублей и 3,5% премиум. Цифры, которые мы получили ранее, мы будем использовать для расчета средней доходности проекта. Как я уже говорил, на сервере ежемесячно играет более 1 миллиона уникальных игроков, которые помимо многих привилегий на сервере покупают также и разбаны. А зная, что на проекте есть система разбанов, которая повышает стоимость следующего снятия блокировки, мы возьмем среднюю цену в 250 рублей. С учетом того, что за год около 50% игроков хотя бы раз покупали разбан, мы получаем сумму в 12 миллионов рублей в худшем и 25 миллионов рублей в лучшем случае каждый год. В среднем мы получаем около 1,5 миллиона рублей каждый месяц, только с разбанов. Впрочем, после разбора очень больших сумм с разбанов мы перейдем к подсчету основной части дохода, который формируется из донат-привилегий. На данный момент около 30% игроков приобрели донат-привилегию. Теперь переведем эти цифры в доход. В самом минимальном случае за все существование проект заработал порядка 2 миллиардов рублей только на привилегиях. Отсюда выходит, что каждый месяц проект получает около 27 миллионов рублей. По меньшей мере, за самый неудачный месяц существования проекта администрация заработала около 7 миллионов рублей. А в лучшем случае администрация заработает около 27 миллионов рублей. Эта информация не совсем точная, ведь она за 2020 год. Соответственно, тогда у Вайма были неплохие деньги, сейчас, наверное, все хуже. Кристалликс, жаль, но заработок этого проекта довольно скрытный. Никак не могу его задеть, разве что назову парочку цифр. Я стою на ютуберке проекта, понимаете, что я не хочу ее лишаться, а взрыв этого ролика маловероятный. По слухам, на проекте есть люди, которые донатили свыше 100 тысяч рублей, а если верить официальному подтверждению, то есть люди, которые донатили 500 000. С этого мы можем сделать вывод, что Демастер может свободно купить любой ресторан в Москве. Сколько зарабатывают разработчики режимов, без понятия. Скорее всего, не так много, ведь разрабу КСК платят только 30% с дохода, но при этом он не платит за хост. Вот так вот. Но давайте посмотрим на правду, которую нам говорят в интернете. Сколько зарабатывает сервер в Майнкрафте? Мой вопрос в Google. Как мы видим, нам дали не особо правдоподобную информацию в 506 тысяч рублей. Офигеть, да? То, что мы сравнили сейчас, и то, что было ранее в ролике, просто никак не понять. На другом сайте уже автор статьи рассказывает о том, что у него есть сервер, на котором играет 220 человек. В среднем они донатят в день по 800 рублей. Может больше, может меньше. В итоге мы 800 рублей умножаем на 30 и получаем доход в месяц 24 тысячи рублей. Но нам нужно еще оплачивать каждый месяц хостинг и рекламу сервера. На рекламу уходит примерно 2000 рублей, а на хостинг 3. Итог его доход составляет 19 тысяч рублей в месяц. Вот такой вот доход. Но мы точно не знаем, какой это проект, поэтому без понятия. Среди серверов Майнкрафта хотелось бы выделить Майнворд и Даркмарка как создателя данного сервера. Изначально этот проект приступал перед игроками как проект без обмана на команды, но что мы видим в итоге? С нормального сервера он скатился к дну. На проекте просто миллион донатов и куча кейсов. Донат в размерах в приличную сумму, за которую мы можем делать что угодно. Это действительно так. Не знаю, что там было, но сейчас у меня нет желания покупать и проверять. Сервер хоть и без обмана на команды, но это донатная помойка. Куча донатеров, которые оскорбляют игроков, банят без причины, да и вообще с этим донатом и
количеством игроков, проект превращается в донатную помойку. Ни в коем случае не играйте на этом проекте. Really World и другие популярные гриффитские сервера. Ничего заумного, мы просто посчитаем донаты. В один день играет около 30 донатов. Опять же, посчитаем все пиковые дни проекта. И бла-бла-бла. Наверное, слышать очередную математику вам не интересно. Но простыми обчислениями мы могли узнать, что проект Really World только за донаты, и это не пиковые дни, и с ним все донатеры, зарабатывают плюс-минус 1 миллион рублей. Это без разбанов, и то мы отталкиваемся лишь от тех игроков, которые играют в определенное время. Вычислим то, сколько игроков заходит на сервер в общем. Давайте будем отталкиваться от данных сайта со статистикой онлайна на MNC. Я примерно посчитал, что на сервер заходит в среднем 30 тысяч игроков с разных IP-адресов за сутки. При этом теперь мы быстро узнаем, что да как. Отталкиваясь от предыдущей статистики, Донат Драгон имеет 19% игроков на каждом мире, не беря в учет с 1 по 5 мир. Получая эту информацию, поднимаем эти 19% от 30 тысяч и получаем 5700, которые получает Донат Драгон. Умножаем это все уже на известную цифру и получаем чуть больше 10 миллионов. Было задоначено только на Донат Драгон. Дальше я просто таким же способом считал другие донаты и получил еще 18 миллионов. Сложив все эти цифры, получаем округленно 30 миллионов рублей. Это то, сколько сервис заработал за определенный промежуток времени, а за какой именно невозможно скорее всего узнать. Но давайте же перейдем к самому интересному. Почему же там играют? Наверное, стоило бы рассказать, что скорее всего это школьники. Я и сам таким был и играл там. Для более взрослой аудитории есть такие как Вайм, Криста, Тесла, а донатные помойки ориентируются на школоту. Также перейдите, пожалуйста, в мой телеграм-канал, где будет много всего. Вот такой вот необычный ролик получился. Набираем около 300 лайков, и будет что-то подобное про то, как меня кинули на 5000 рублей. И это был ваш любимый Эдисон.